Друзья, всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Я снова приехала в Томюк. Так как в прошлом видео я не показала все стройки, будем наверстывать упущенные. И начнем мы с Paradise Garden. Сегодня я начинаю свое видео не с Рио, как обычно, а с другого конца Томюка. Будем смотреть много строек, поэтому и будем и Рио, и Вегас еще зайдем, посмотрим, доделали там все-таки горки или нет. В общем, ребята, кому интересно, я вас приглашаю, как всегда, с собой проехать, посмотреть. В общем, вы все увидите сами своими глазами. Вы знаете, я ничего не рекламирую, никакую стройку, ничего не продаю, просто показываю то, что вы просите. Все, друзья, кому интересно, присоединяйтесь и поехали смотреть. Первое – это Paradise Garden. Я подъехала к первому дому, это Paradise Garden. Показываю, что есть рядом. Видите, дорог еще нету, просто насыпана такая щебенка и все. Здесь был лимонный сад молодой, но он заброшен, все заросло. Я думаю, здесь ничего не поливают. В общем, все выглядит вот так. Вдоль трассы Д400 новые комплексы строят, еще названий нет. Но мало ли у вас квартира. Я покажу круговой обзор. Какие дома рядом. Может, и у вас здесь тоже есть квартира. Это жилые уже комплексы, вот этот и рядышком. Сейчас подъедем поближе, посмотрим Paradise Garden. Подъезжаю поближе, дороги здесь нету совсем. Видите, я не знаю, когда будет этот асфальт, но это вот северная сторона. Сейчас я показываю комплекса. Остановилась, хочу показать поближе. Дом расположен, так знаете, не прямо интересная конструкция, а как бы такими уступами. Сейчас попробую объехать с другой стороны, показать вам все. Я остановилась. Это южная сторона. Вот так выглядит дом. Медленно покажу. Очень большой. Здесь немножко старого асфальта, но тротуаров пока нет. Зона зеленая, это дом жилой, поэтому уже люди живут. Я не знаю, давно он построен или нет, но на балконах видно и кондиционеры, и одежда. И рядом, смотрите, новый комплекс строят. Это МНЗ Live Концерт. Вот это вот новый дом. И вот если развернуться, вот здесь, видите, напротив дома новая стройка. Какой дом, неизвестно. Когда обычно стройки начинаются, нету ни табличек, ничего. Поэтому не могу сказать, что это, как название, называется этот дом. Хочу поближе подойти, показать территорию. По-моему, в Paradise, это Стефан, квартира у вас здесь, да? Если ваши окна выходят на южную сторону, вот так я покажу. Сейчас подойду поближе. Здесь видите, какой срач. Поэтому все заросшее, ничего не это. Здесь ворота и вот такая территория. Но не все видно. Видите, невозможно подняться. Вот такая территория зелененькая. Остановилась в тенечке. Сейчас жара, я не знаю, под 40, наверное, да? Вроде бы выезжаешь с утра, но все равно очень жарко. Сейчас хочу проехать по набережной и доехать до комплекса, как же он называется, Мерсина Люкс. Да, Мерсина Люкс. По-моему, там у Оксаны есть квартира. Это, если я не ошибаюсь, новая стройка. Посмотрим, что там есть, что сделано. И вообще, если разрешат снять, может, я и зайду туда и все поснимаю. Так что, ребята, кому интересно, присоединяйтесь. Поехали дальше смотреть. Потихонечку проезжаю. Видите, какие кусты? Все засите, никто ничего не убирает. Вот так все выглядит.
И поедем на набережную. Никого нигде нет. Вот сюда сверну. Поедем. Здесь немного старого асфальта. Вот какие-то магазинчики. Ну и не знаю, здесь, по-моему, все закрыто. Только шиномонтаж работает. Вот так все выглядит. Такой полукруглый дом. Сейчас, наверное, все-таки налево сверну. Немного прокачу вас по этому райончику. Вот впереди у нас Carrefour, магазинчик. И вообще вот на этой улице, где Carrefour, и выше к трассе Д400, там много магазинов сетевых. Это место хорошее. Так, я направо повернула. И здесь, видите, много магазинчиков, кафешки какие-то. Все вот. Машины просто закрывают. Поэтому сетевой магазин впереди А101. Потом пицца Доминос. Тут надо быть внимательным, потому что и руль держать, и камеру, и машины едут. В общем, во все стороны нужно смотреть. Видите, со всех сторон. Сейчас я доеду и поверну налево. Вот я повернула налево и проедем на набережную. Здесь пока не близко, ну, по такой дорожке. Здесь тоже вот старые сеты все. Ну, мы уже здесь проезжали не один раз, поэтому как бы напомню, где что есть. Вдруг кто не видел прошлое видео, поэтому будете иметь в виду, что здесь есть. Вот такие старые сеты. Асфальт тоже старый такой, знаете, не очень хороший. Подкидывает, поэтому видео немного неровненько получается. А здесь, помните, я вам показывала зона отдыха? Калифорния, по-моему, да? Китчен, да, Калифорния Китчен. Здесь отдыхают, вот такое зона отдыха. Здесь и бар есть, и кухня есть, и шезлонги, в общем, все. Можете позагорать на шезлонгах, отдохнуть. Вот дорожка, по-моему, по 1000 лир была цена. Ну, а если вперед чуть проехать, буквально, я не знаю, метров 100 или 150, вот дороги, видите, не очень такая, сейчас прыгну, хоп, не очень хорошая, но отдельно выделенная полоска вот для велосипедов, поэтому я еду. И вот здесь такие сеты старенькие. А вот здесь, как я и сказала, ну сколько, ну 100 метров, наверное, я проехала, не больше. Это рыбный ресторан Посейдон. Сейчас вот здесь проеду, узенький такой проезд небольшой. Вот так повернем. Вот этот Посейдон, шикарный ресторан. Друзья, остановилась у Посейдона, хочу зайти, мне разрешили снять еще раз. В общем, покажу. Если вдруг кто не видел мои предыдущие видео, велосипед оставила. Здесь как раз лед привезли, в мешках разгружали. В общем, заходим в Посейдон, смотрим, что здесь есть. С левой стороны это такая терраса крытая. Ну, мы сначала на улице посмотрим, а потом зайдем вовнутрь. Вот так все выглядит. Большая терраса. Здесь можно посидеть, видите, здесь есть кухня, все приготовят, поэтому можно и под навесом посидеть, и чуть дальше пройти. Вот с такими шикарными видами, за столиками. Можно поужинать, покушать рыбу вкусную, шикарно отдохнуть. Вот смотрите, сегодня море классное, оно после шторма очистилось. Супер, посмотрите, сколько столиков. Обалдеть, это сколько здесь народу бывает. И вот здесь, видите, терраса закрытая, одна половинка и другая. Ну, давайте вот по этой стороне мы пройдем сначала. Покажу вам еще море. Какое оно классное. Мы уже несколько дней ходим с мужем вечером, плаваем. Море чистейшее просто. И знаете, после шторма оно немножко охладилось, даже не такая жара. Вот поближе вам сюда покажу. Видите, прямо на самом, вот на краю
набережной стоят столики. Если захотите поплавать, можете спуститься, там такой трап есть, и зайти спокойно, если не хотите по камушкам проходить. Вечером здесь фонари вот это все включают, и есть такие мангалы, где костер такой, знаете, огонь делают, очень красиво. Ну и вот такая зона, это крытая, если вдруг дождь там, или вы хотите, приедете, например, зимой, да, вы также можете зайти сюда, отдохнуть, покушать. Смотрите, такие здесь столы пока убраны, а вот это вот камины с одной стороны, они зимой поджигают и горит огонь, как говорится, очень красиво, и с другой стороны. И также столы расставляют, ну сейчас пока все убрано. Здесь кухня, все готовят, ну в основном все приходят вечером, поэтому днем посетителей мало, ну которые рядышком, может, приходят. А так вот, смотрите, есть закуски. Поближе покажу вам немножечко, да? Витринка немножко отражается, поэтому... Ну, а рыбку уже выберите, какую захотите. Вечером рыбы очень много. Так выглядит ресторанчик. Все, друзья, поедем дальше. Так, поехали дальше. Видите, кактусы уже такие плоды. Они скоро созреют, и можно будет их кушать. Еду здесь как бы с двух сторон. Живут люди просто вдоль дороги, сад. А в глубине там ихние дома, небольшие домики. И вот они здесь живут. Вот курочки. Слышите, как петух орет? Курочки там бегают. Ну, показываю набережную. Это сите здесь старые, а с другой стороны шикарная просто поляна зеленая, где можно посидеть, полежать, позагорать. Ну, проедем. Видите, дорожку ничего не красят, потому что это давно уже сделаны, эти дороги. Просто здесь очень хорошо то, что помимо дороги еще более широкая такая полоса, и она зеленая. Не рядом прям с морем эта дорога. Очень приятно находиться здесь. Поближе вам покажу немножко. Такие растения. И вот здесь все сите разные. От сите выставляют зонтики, все. Шезлонги, люди отдыхают. Видите, там все видно. И вот так проедем немножко. Ну а здесь едешь, прям красота красотой. Готовят, мороженое продают, какие-то бутерброды на перекусы. Вечером здесь людей очень много ходят. Как-нибудь я приеду сюда, поснимаю. Видите, здесь накрытые машинки детские, такие паровозики, божья коровка. Вечером детей катают, все в огнях. Ну, я думаю, нужно как-то приехать вечером. Ну, приеду, скорее всего, на автобусе и прогуляюсь, потому что на велосипеде будет неудобно и ехать, и, ну, когда люди будут ходить, и хочу медленно пройти и все для вас поснимать. Ну, я думаю, это будет в следующих видео. Поэтому сегодня у нас обзор ваших сите и немного набережной. Сейчас проезжаю мимо заброшки, вот это, видите, 2 этажа здания и рядом высокий дом. Кто-то выкупил, поставили забор. Сейчас я поверну налево, и, скорее всего, мы рядышком выедем со стройкой Маршал. Ну, заедем сразу в Маршал, посмотрим. В общем, все будем смотреть. Обычно я показывала дорогу от Маршала на набережную, но сейчас едем в обратную сторону. Здесь небольшой подъем такой. И спереди уже немного просвет на стройку Маршал. Люди уже возвращаются с моря. Обычно все идут рано. Уже 7 часов, и на море очень много отдыхающих. А вот перед нами стройка Маршал. Это 5 блоков. Ну, 3 вот видно прям впереди. Потом пустырь такой и
Едем сюда. Здесь кафешка рыбная. Рыбку жарят. Можно зайти и покушать свеженькую. Не знаю, не была здесь, как готовят, не могу сказать, но кафешка такая есть. И вот это все новые строечки. Сейчас я спущусь. Горка такая. Пролетаю. Вот с левой стороны это тоже новый дом. Уже живут люди. Я смотрю, кондиционеры есть. Поэтому Сите потихоньку обживается. Ну, а мы едем к маршалу. Вот он, маршал наш знаменитый. Должен был, как мне писали, уже 2 года назад сдаться, но все никак не сдается. Так, подъезжаем. Входная группа еще не до конца сделана. Видите, Элькем Эмеральд ЕП. Это кто строил? Этот стройку маршал. Ну, немножко шлагбаум, я смотрю, поставили, но вертикально. Сейчас заеду, остановлюсь. Так, ребята, я поставила велосипед. Никого нет, ну не буду уже бегать, искать кого-то. Я пройду по территории, посмотрим основное, что с бассейном. Сделали ли эту зону, потому что, чтобы что-то делали в доме, я не слышу ни стуков, ни сверления. Абсолютно ничего пока. Вот так все выглядит, зелено. Фонари еще не установили, я не знаю, вот это выводы под фонари, но пока еще ничего нет. Ну, слава богу, деревья растут, трава растет. Ну, ее уже давно не косили. Я думаю, покосят потом, когда будут давать ключи. Пока она сейчас в таком состоянии. Потихонечку трава, видите, расползается на тротуарчик. Вот тут какие-то машины еще проезжают по территории. Ну, что хочу сказать. Так, а это что такое, непонятно. То ли расширяли, то ли переделывали. Видите, окно, наверное, не было. Наверное, сделали окно сюда в стене. В общем, ладно. Это не главное. Зайдем сюда, посмотрим. Ну, видите, как было, так и есть. Ничего не сделано. Ну, постараюсь подняться немножечко вот сюда. Вот так. Бассейн пустой. Серединка ничего не посадили. Но в прошлый раз, и вы помните, отмывали, как бы сделали швы, затерли и отмывали. Ну, а здесь ничего пока не сделано. Пишите, что вам обещали здесь, что будут, какие зоны отдыха или магазинчики, что здесь должно быть. Вот так я вам покажу, как есть сейчас. Тихо, ничего не слышно. Нигде ничего не шумит. А нет, вот в этом блоке что-то шумит. И я смотрю, где-то, вот смотрите, антенна есть сателлитарная, раз, два, три, 4 этаж. Но это если российские, если турецкие, это 3-й высокий этаж. Сателлитарка что-то делают. Может, уже кто-то живет, я не знаю. Напишите, дают ли ключи и вообще, что у вас как по плану. Сейчас хочу слезть. Вот видите, высокий такой порог. Не знаю, получится у меня тут высоко, чтобы не навернуться. Да, вот здесь что-то делают. Пройду по этой стороне. Вот так покажу. Все окна, это все вид на бассейн. Это северная сторона, сюда смотрят окна. И вот пока все заросшее, не знаю, ничего нет пока. Это на море смотрит. Ну, эта сторона тоже, вот если по диагонали, это восточная сторона, тоже смотрит на море. Здесь пока ничего не сделано. Поэтому пишите, когда вам что обещают сделать, когда дать ключи. В общем, как-то тут заросло. Буквально, я не знаю, 3 недели, наверное, или 2 я не была здесь. Какие-то просто дебри. Ну, со временем потом, когда сдадут все, я думаю, покосят. Или зарастет все полностью. Все окна много открытые, какие-то закрытые в Сите.
Поэтому что-то еще, видите, как-то штукатурка забрызгана, не знаю. В общем, пока все показываю как есть. Ничего не придумываю. Здесь, смотрю, кондиционер висит и шторы висят. Я не знаю, такое ощущение, что уже кто-то живет. Видите? А может, Кападжи здесь живет, который убирает территорию. Это скорее всего. И вот так еще дом покажу вам. Вот так. Ну а дальше у нас стройки Вегас. Вот они рядышком, буквально вот это несколько блоков. Раз, два, три, четыре больших блока, маленькие вот эти виллы. Сейчас проедем туда, посмотрим. Ну, в общем, вот так все показываю. Все видите сами своими глазами. Ну, площадки спортивные огромные, да, волейбол можно, потом еще какой-нибудь теннис. Две таких больших секции. Одна вот так расположена, вторая поперек. Поэтому спортом можно заниматься. Не знаю, может когда-то какие-то и тренажеры поставят. Ну, не знаю, будут они или нет. Вот так все выглядит на сегодняшний день. Сейчас пройду, ну, на велосипеде доеду до Вегаса. Посмотрим, доделали ли там бассейн. Помните, там укладывали плитку. В общем, посмотрим, что изменилось или нет. Фух, присесть, что ли, отдохнуть немножко. Очень жарко. Это просто, я не знаю. С утра выезжаешь, вроде бы так более-менее. Но потом вот солнце, я не знаю, печет так, что просто невозможно. Жарко. Пьешь воду, и когда воду пьешь, еще больше, как говорится, жарче становится, потеешь. Ну, такая погода, что делать? Ничего не сделаешь. Ну, это и спорт, и, как говорится, и вам показываю все. Я понимаю, как вам это все важно, интересно, что сделали, что не сделали. Это, знаете, я тоже так, когда были стройки, была квартира у нас, ну, еще на стадии строительства, каждое видео ждала и смотрела несколько раз. Поэтому, если мои видео вам полезны, вы пишите обязательно комментарии. И не забывайте, друзья, заходить на мой второй канал кулинарный. Называется он «Вкусно с Верой». Я готовлю там простые, но вкусные блюда. И выпускаю не только шорты, но и видео. Так что видео тоже не оставляйте без внимания. Я буду вам очень благодарна. Ну а для тех, кто впервые зашел ко мне на канал, давайте познакомимся. Меня зовут Вера, вот уже 4-й год. Я живу в Турции, город Мерсин. Приехала сюда с мужем и котом. Живу здесь на ПМЖ. Да, у меня есть кимлик, который продлеваем. Сейчас ВНЖ дали на 2 года, и через год мне нужно будет заново продлевать. И еще хочу сказать, друзья, вот сейчас вышло такое, что по поводу телефонов для иностранцев только нужно иметь один турецкий номер. И обязательно нужно сделать верификацию номера. Как бы было до 25 июля, но продлили, говорят, там попозже, если что, будут блокировать. Сначала будут смс-ки немножко там поджимать. Ну, в общем, если ничего не сделаете, то номер могут заблокировать полностью. И останетесь без связи. Ну, всяко бывает, знаете, и карты завязаны с телефонами, и все. Поэтому имейте в виду. Ну, а мы сейчас поедем дальше. Кому интересно, присоединяйтесь. Пойдем смотреть Вегас. Я вас приглашаю. Так, я выехала из Маршалла. Ну, дорога, знаете, старая здесь. Пока ничего не сделано. Как была, так и осталась. Вот правее это Вегас, а левее это Элькем, Рио. Ну, в Рио мы попозже заедем. Сейчас и едем в Вегас. Хочу сказать, что на дороге здесь нет от слова совсем. Пыль невозможная. Только что проехала машина. Это просто ужас. А вот это Рио-2 строят. И уже, видите, пошла заливка 2-го блока. Так что шумно, но никуда не денешься. Сейчас проеду, показываю все как есть. Камеру не выключаю. Вот это биксы будут приезжать одна за одной. И заливка обычно идет
до глубокой темноты. Поэтому не скоро. Въезд, видите, как далеко с другой стороны. Раньше как-то был более удобный, а сейчас сделали въездную группу, еще не до конца, но вот с этой стороны. Сейчас заеду и остановлюсь. Так, друзья, заехала я во двор Сите. Показываю. Это раньше вот там я заезжала. Сейчас вот входная группа. Вот с этой стороны. Вид шикарный на море. И вот так блок расположен один, второй. Дальше идут маленькие вот эти виллы, их 5 штук. И вот по кругу. Вот это все выглядит так на сегодняшний день. Но слышу, работы идут практически в каждом доме, кроме вилл. Посмотрим бассейн. В прошлый раз его делали. Сейчас глянем. Здесь самое главное, чтобы ничего не кинули на голову. Ну, я вам скажу, ребята, бассейн уже доделали до конца. Здесь попробую подняться. Ой, господи, все трещит. Камни, люки, вот это все, видите, очень аккуратно надо быть. Ну, смотрите, какой огромный у вас бассейн. Вот так он идет как-то. И посередине маленький бассейн для деток. Виллы все есть и вид на море буквально недалеко. А с этой стороны вот душевые кабиночки и, наверное, раздевалки будут, переодевалки. Вот так все выглядит. Все на внутреннюю часть смотрят. Но покрашено, я вам скажу, не все. Какие-то стены покрашены полностью, какие-то не полностью. Швы вот вверху будут докрашивать, чтобы было красиво. Но пока все выглядит так. Спускаюсь, видите, по каким этим иду. Ой. Везде материалы, все укрыто, разложено. Но с этой стороны боюсь идти, потому что, видите, лебедка здесь такая вот натянута. Вот они поднимают все. И опасно там. Да, но практически на каждом доме это все, видите. Везде лебедки и все поднимают. Все, работа идет. Не знаю. Попробую зайти, может, вот в этот блок. Это вот первый, второй. Не знаю нумерации. Если там открыто, попробую зайти, посмотреть, сделали ли там что-нибудь в квартирах или ничего не сделали. Ну, надо быть очень аккуратненько ходить. Поэтому пишите, когда вам обещают сдать и получить ключи, когда вам обещают выдать. Так, здесь, конечно, сильно шумно. Слышно, что работают. Ну, давайте вот зайду сюда. Тут не так высоко, сантиметров 40, наверное. Опа. Поднимусь вот в эту квартиру. Посмотрим. Это гириш первый. Ох, у вас котейка тоже есть. Это салон. Там будет кухня. Ну, здесь будет зона телевидения. Ну, телевизор и с другой стороны диван. А здесь будет кухня. Выводы все есть. Вот так я вам покажу, как выглядит. Все темновато. Ну, комната небольшая. Салон и кухня небольшие. Какие-то двери здесь мятые. И вот спальня. Ну, тоже небольшая. Сколько, значит? Раз, два, три. 3 на 2 метра, 2,40, 2,30 где-то так. Все гудит, сверлят, поэтому работы ведутся. Ну, туалет еще ничего не сделано. Здесь вот просто все темно. Сейчас выйду, покажу вам. Ну, тут тоже, видите, все слышно вам, да? Работы идут. И вот туда коридор дальше идет. Ну, не буду идти, потому что мало ли. Не хочу, чтобы на голову что-нибудь громыхнуло или куда-нибудь вляпаться. Поэтому поедем дальше смотреть комплекс Рио. Возвращаюсь обратно. Видите, 2 специальных машины, которые делают заливку. И Бикс сейчас отъехали. Подъедут новые. Это низ
самый фундамент делают, вот так все заливают. Но дороги абсолютно нет. Каждый раз после того, как зальют бетон, машину промывают и едут за следующей порцией бетона. Так, ребята, я остановилась у Рио. Здесь возьму велосипед, просто прокачу. Такие камни большие, асфальта нет. Машины все время заезжают. Ну, наверное, те, которые здесь работают, люди, сюда приезжают. Вот так все выглядит. Кран здесь. И смотрите, Рио-2 уже насколько вырос. Все построили. Сейчас пройдем и все посмотрим. Деревья все прижилось, все поливается. Здесь уже застеклили. Смотрю стекла. Сейчас пройду сюда. Так, что-то тут перепахали. Все, мераба. Вот сюда постараюсь поставить в беседку велосипед в тенек. И поснимаем немного. Ну что я хочу сказать. Беседка здесь. И вот эта внутренняя часть двора выглядит вот так. Это все квартиры, которые будут вид на море. Ну, с этой стороны только если боком посмотреть. А с этой стороны я не знаю. Пока видно, но потом, может, и закроет вид. Пойдемте сюда посмотрим. Здесь, я смотрю, такие щиты привезли какие-то, не знаю, коробки металлические. Пока все, вот, видите, что-то разрыли заново. Будут подводить, наверное, электричество какое. Пандус есть, очень удобно. И зайдем сюда, посмотрим. Ух, ветерок. Ну, здесь пока ничего такого не сделали. Мебель так и есть, но застеклили вот эти огромные окна. Видите, по кругу. Это будет такая входная группа. Шикарная. Сейчас редко где строят входные группы. Обычно заходишь, сразу лифт и все. А здесь будет мебель. Очень классно. Ну, посмотрим, что здесь. Ну, здесь пока еще ничего не сделали. Я не знаю, может, двери будут такие, знаете, автоматические открываться. Будет классно. И лифты. 3 лифта. Ну, все те большие, поэтому все делают. Сейчас пройдем туда. Я смотрю, и бассейн, и горка. Бассейн был в прошлый раз набран. Но горку, посмотрите, друзья, все вам сделали. Вашу горку шикарную. Сейчас пройду. И бассейн чистый. Ну, везде такие, видите, люки какие-то. Еще не полностью все доделано. Поэтому не знаю, куда они ведут. Бассейн, смотрите, какой чистенький. Большой. Горка шикарная просто, ребята. Будете купаться, кататься с горки, как в отеле, да? Если квартира есть, не нужно платить бешеные деньги за отель. Вы приехали, отдохнули. А потом хоть сдавать квартиру, хоть это. Вот смотрите, какая горка, да? Ой, сейчас бы сюда скатиться и в бассейн. Потому что очень-очень жарко. Но хочу предупредить. Вот смотрите, Рио-2, да, строится. Я не знаю, сколько этажей, но будет, наверное, не меньше 14. Потому что, ну, только если будет зигзагами какими-то. А так, как-то высокие здания. И вот здесь будут. Поэтому у кого окна с обратной стороны могут вам закрыть вид на море. Вот это вот проем, вид на море. Видно хорошо. И край тоже хорошо видно. Ну, напишите потом, если вы знаете, насколько по высоте будут строить Рио-2. Высокие или невысокие. Ну, тут тоже работы ведутся, я смотрю. Что-то делают. И здесь, с этой стороны, где горка, видите, все разрыли. Мераба. Да, Калай Гельсен. Эти копы ставят, видите. Это двери на черную лестницу. Как бы с одной стороны вы выходите, закрываются, да, а с лестницы вы их открыть не можете. И вот смотрите, видите, тоже все перерыли.
Ну, какие-то трубы, наверное, или забыли, или что-то будут прокладывать новые. Так что вот так все выглядит. Рядом с Рио находится Сите Концепт Тренд, по-моему, там у Инны. Да, вроде бы там у Инны квартира. И мы в прошлый раз не снимали видео. Она всегда просит, покажите наши Сите, это рядом. Поэтому, ребята, едем дальше, посмотрим это Сите, что там есть. В общем, вы будете в курсе всего. Я вас приглашаю. Поехали смотреть. Кстати, ребята, только что спросила у рабочего. Вот Рио 2, вот этот блок будет 6 этажей, а в тот 7 этажей. Поэтому кто выше, вам море не закроет. Это хорошая новость. Все, едем дальше. Так, ребята, вот Рио, видите, и сюда ближе ко мне, это Концепт Тренд Сите. Здесь, по-моему, квартира у Инны. Я смотрю, там на ступеньках сидит мужчина, спрошу, можно ли снять. Может, он даже разрешит зайти в квартиру, если там открыты двери, есть ключи. Вот так выглядит эта северная сторона, это западная сторона Сите. Я не знаю, въезд, наверное, в эту сторону будет. Пока нету никакой входной группы. Я сейчас подойду, спрошу разрешение на съемку. Так что, кому интересно, присоединяйтесь. Но после этого мы пойдем дальше смотреть комплекс Мерсина Люкс. Пойдемте смотреть. Ребята, мне разрешили снять. И хочу сказать, что, смотрите, уже есть разрешение Кимлик, да? Б-блок, да, сейчас мы пройдем, мне мужчина покажет все. Так что, Инночка, сейчас я поднимусь в вашу квартиру и покажу, и вы посмотрите. А вот это виды на северную сторону, горы. Ну, конечно, плохо то, что дорога здесь, трасса, но сейчас пройдем, посмотрим. Написано, видите, от руки, что это Б-блок. И скан получен, есть табличка, видите, очень хорошо. Вот так выглядит входная группа. Здесь еще много материала. Да. Так, электричества нет, и этаж высоко подниматься. Ну ладно, поднимемся, что делать? Поднимаемся без лифта, подниматься высоко. Поэтому, если вы приедете раньше, Кападжи здесь на месте, я думаю, вы ему какой-нибудь презентик дадите. Потому что он человек в возрасте и поднимается вместе со мной без лифта. Только что сказали, что 2-3 месяца ключи должны выдавать. Поэтому напишите, как вам обещают. Как-то еще выше. Высоко. Нумерации нет этажей, поэтому следую за мужчиной, который идет, он знает нумерацию. Сама бы я не нашла. Поднялись высоко. Вот так, смотрите, как капец. Без лифта, конечно, подниматься пипец просто. Еще, наверное, надо. Да, дом огромный. По тому ряду прошли. Теперь сюда. Коридоры очень запутано. Да. Первый раз такое вижу. Ага, вот квартира. 187. Evet. Ну что, Инна, заходим в вашу квартиру. Вот номер. Видно вам 187. И идем на вход. Что у нас? Ламинат постелен. Двери такие. Вот такой рисуночек. И смотрите. Это у вас квартира 1.0, да, я так поняла? Смотрим. Санузел. Душевая кабинка. Туалет. Умывальника пока нет, но поставят. И зеркало. Двери хорошие, такие бежевые. И при входе с этой стороны, смотрите, шкафчик. Но я думаю, вы можете потом сделать немножко побольше шкаф. Видите, я дверь открыла. И вот сюда до конца можно сделать еще один шкаф. Вот так. И показываю вашу квартиру. Вот так все выглядит. Окошко. Здесь, смотрите, кафель. Это мокрая зона. Здесь кухонька. Не все, правда, доделано, но я думаю, сделают. Небольшая. Окошки.
Они открываются, вот так отодвигаются. И вот такой вид на двор. Видите, как дом вот так как-то расположен. И я вам скажу, вы счастливица, увидите море. Вот оно, видите, немножко. Камера удаляет, но если метров 400, наверное, не меньше. Так что, если не будут строить вот здесь на территории, вы будете видеть с окна море. Это плюс. И вот покажу вам небольшая кухонька. Немножко подтекает в углу. Да, это вот мужчина говорит, будет зона отделена. Я поняла. Как бы там будет кровать или диван вы поставите. И вот так пока выглядит. Может, еще какие-то будут, не знаю, дополнения, но пока выглядит так. Да, шкаф я вижу. В общем, вот так. Но коридоры запутаться можно и в эту сторону, и в эту сторону. Ну, сейчас еще покажу, вот параллельно квартире, на всякий случай. Вот 195-я квартира. Зайду, покажу. Ну, она такая же, только зеркальная получается. Ну, комнатка, я не знаю, ну, квадратов 18, наверное, где-то. Или в пределах этого. Здесь вид немножко отличается. Это вид на бассейн. Горка есть, видите, во двор. И вот там еще, может, там даже будет въездная группа, не знаю. И вот так все выглядит. Так что, ребята, показала вам пару квартир. Будем спускаться, лифта нет. Все очень сложно. Ну и здесь тоже, видите, унитаз, душевая и умывальник будет, но пока нет. И смотрите, здесь будет стеклянная, скорее всего, душевая, как бы такие, эти прибили планки, но потом сделают. В общем, все вот так выглядит. Все. Идем, посмотрим еще во дворе что. И вот смотрите, вот это вот душевые кабинки стеклянные, видите, все полностью. Это, да. Банье. И вот так покажу. Смотрите, как внутри. Сколько мы? Раз, два, три, 4, 5, 6 этаж, не считая нулевого. Алты, да, 6. 177-я. Вид, который на горы. Ну, все идентично. Уж квартиру не буду показывать, но посмотрите, какие сады. Здесь будет солнце заходить, закат будете видеть, мечеть, горы. Вот если бы не дорога, просто обалденный вид. Обалденный. Вот такие дела. Я думала, что здесь квартиры все 1-0, а оказывается, здесь есть 1+1 и 2+1. Поэтому сейчас мне мужчина проведет, покажет, где есть немножко другие квартиры. Ну, кто берет как студию, вот это 1-0, да, как бы комната и кухня. И проходим, скорее всего, угловые, наверное. Ага, все пока открыто. Так, смотрим планировочку. Так, это Бир-Артебир? И Артебир, это 2+1. Вот смотрите, вот так выглядит. Балкончик есть. С этой стороны кухня. Я скажу вам, кухня хорошая. Много получается места. Ну, тут для плиты газовой. Здесь, я не знаю, или шкафчик, или баллон газовый поставите, или посудомойку. В общем, а вот эта часть для холодильника. И смотрите, шкаф есть. Он уже в стене встроенный. Шкафчик для одежды. Очень хорошо. Сейчас выйду на балкон сразу. Смотрите, балкон, выход вот во внутреннюю часть двора. Горки, все вот это. Вот так. Немного горы будет видно. И вот новый дом какой-то. Так, идем дальше в другую комнату. Посмотрим. Вот такой коридорчик небольшой. Чем хорошо комнаты на одну сторону и на другую. Есть туалет. Посередине, вот видите, будет и раковина еще, зеркало есть, вентиляция, очень удобно. И смотрим слева комната. О, ну хорошая, размеров где-то метров 12. Вот такая комната, окошко, они отодвигаются. Вид, ну вот если между домами, вот тут вот, чуть-чуть море видно между двумя домами. А так, вот на новый дом какой-то.
Ну, комната хорошая, я скажу, не маленькая спальня. И вторая. Вторая тоже такого же размера, очень хорошая. Здесь еще есть выход, окна большие. Выход, смотрите, на балкон технический, наверное, да. Он, кстати, не маленький. Посмотрите, какой балкончик для кондиционеров. И вот сюда. Да, немного вид на море есть. Вот так все выглядит. Ну, шикарно. Для 2+1 вот эти спальни обе, это большие считаются, потому что сейчас делают намного меньше. Вот так. Обратно спускаемся уже по другой лестнице. Такая она светленькая. Ну, мусора много, это строительный мусор. Потом все будет убираться. Окошки есть для вентиляции. В общем, классно. И уже выходить стали, мне мужчина говорит, вот это вот такие черненькие, видите, сделаны полые штуки, это как бы будет отгораживать коридор и зал. Поэтому, ну, разделит на 2 части. Очень удобно. Так что, Инночка, посмотрели. Теперь, ребята, поедем немножко дальше. Это недалеко отсюда. Комплекс Мерсина Люкс. Там, по-моему, квартира Оксаны. Если нам дадут снять, поднимемся, снимем. Ну, дай бог, чтобы еще там свет работал, лифты, потому что подниматься в такую жару очень тяжело. Ну все, ребята, кому интересно, присоединяйтесь, едем дальше смотреть. Так, идем дальше. По-моему, вот это вот рядом Сите Мерсина Люкс, если мне не ошибает память. А может и ошибает. Уже качу велосипед, не стала ехать, потому что тут спуски и такие, знаете, ямами неудобно. Не стала выключать камеру. Пройдем, посмотрим. Вот тут еще, видите, Сите. Одно какое-то новое. Ну, как обычно, видите, названий нету еще. Поэтому не могу сказать, какое. Вот с этой стороны ворота, а с другой стороны, по-моему, въездная группа. Ну, видите, нигде ничего нет. А впереди вижу там вдали вот арку. Это двор. Надеюсь, это то Сите, а может и не то. Помните, когда-то я была здесь, еще были веревочки натянуты. Сейчас уже все посажено. Смотрите, как классно сделано. Здесь машины. Если я кого-нибудь найду, чтобы узнать, что и как. Вот такие беседочки. Сейчас поставлю велосипед и подойду поближе, все сниму. Да, ребята, правильно я зашла. Это Сите Мерсина Люкс. Оксаночка, вот это ваш блок. Вот если вот с этой стороны заезжать, блок H. 3-й этаж, квартира 29. Я поднимусь потом, но сначала покажу вам территорию, что здесь есть. Я поставила свой велосипед. Посмотрите, как зелено, беседочка есть. И вот эта штука мне понравилась. Вот тут камушки все. Переступим. Смотрите, я думаю, здесь будет какой-нибудь фонтанчик, да? Пока не все до конца сделано, но все равно очень классно. Первый раз такое вижу вот в Сите. Обычно ничего нету. И смотрите, как здесь будут, скорее всего, коммерческие помещения. Вот если на вторую сторону смотреть, там, скорее всего, это будут магазины. На эту сторону не знаю, что это будет, потому что, ну, не поднималась. Квартиры, вот так они, несколько блоков идут. И здесь же, с этой стороны, то же самое. Вот раз, два, и вот это вот, этот блок. Это все от одного Сите. Въездная группа будет вот там, вдали. Сейчас немного пройду. Здесь машины уже стоят все. Беседочки. Смотрите, у вас столы и котейки. Видите, ваши жильцы уже есть, ждут. Поэтому приезжайте, берите гостинцы для котиков. Вот такие скамеечки сделаны. Очень классно. Беседки хорошие, такие мощные, знаете, вот не сгниют. Металлический каркас. Очень удобно. И есть горка. Сейчас я пройду сюда. Посмотрим Сите. Мне нравится. Я не знаю, балконы, вот судя по... Я вижу отсюда, огромные. Не меньше 9-10 квадратов. Вот такие горки. Бассейн. Вот так хочется поплавать, не знаю. У меня уже вся спина мокрая. На 2 части разделен. Раз, два. И маленькая такая там для деток.
Здесь более глубокая, где вот спуск с горки. Вот так все выглядит. Ребята, если у вас еще у кого-то квартиры есть, помимо Оксаны, смотрите, это внутренняя часть, южная. И это вот северная сторона. Вот так все выглядит. Все зелено. Пройдемте, давайте сюда. Посмотрим, что еще есть на территории. Ну, мне нравится, конечно, очень все продумано. Все зелено, беседочки такие, тренажеры есть. И посмотрите, даже есть шахматы. Можно играть. А трава, это газонное полотно. Очень удобно, уже без бурьяна, безо всего. Смотрите, как все классно, да? Есть тренажеры, 2 таких площадки для волейбола. Потом ворота даже есть. Видите, футбол можно играть. Очень много тренажеров. Ну, это вообще просто супер. Я не знаю. Вот такие еще разные препятствия. Видите, там бочки. Это, может, это, не знаю, для деток, да, такие вот. Все продумано. Как говорится, все для людей. Очень классно. Вот так все выглядит. И вот этот дом, блок H. Вот так. Это южная сторона. Будет вид на море. Ну, эти самые балконы огромные. Сейчас попробую зайти в дом. Посмотрим квартиру 29. Оксаночка, сейчас попробуем найти 3-й этаж. Но смотрю, шторы уже на первом высоком. Кто-то живет. Ну и машин много. Я захожу. О, круто. Входная группа. Посмотрите. Редко сейчас, вот я как говорю, что редко делают входные группы. Обычно сразу заходишь и лифт, и все. Здесь очень классно. Теперь разобраться, куда идти, в какую сторону и где лифты. Так, вот так все выглядит коридорчик. И я даже не знаю, а вот тут что ли лифты? Нет, тоже коридорчик. Все так запутано. Ну, давайте покажу вот на всякий случай на первом этаже квартира номер 3. Поближе посмотрим. На полу кафель. При входе сразу вот такой шкаф. Очень удобно для одежды, видите? Все продумано. А, кстати, материал очень качественный. Двери. Вот здесь еще, наверное, санузел. Так, ну темно. А да, света нет. Вот так вверх. Зеркало. Умывальник, унитаз и душевая кабина. Вот она полностью идет по всей длине. Большая. Я вам скажу, квартиры просто класс. Это спальня. Есть свой балкон. Размер хорошей спальни, я не знаю. Большая. Балкон тоже хороший размер. Вот так все выглядит. Смотрите. Не знаю, сколько они были в продаже, эти квартиры, по какой цене, но я вам скажу, качество это просто зашибись. Так, смотрите, мокрая зона, где вот готовка, да, ну не полностью, а дальше ламинат. Ну, это все будут еще доделывать такие планочки. Здесь место под холодильник. Здесь для газовой плиты вытяжки. Видите, как все сделано. Сам вот такие шкафы. Качество очень классное. Смотрите, как продумано, сколько места. Вот для кухни очень много. И такие шкафчики тоже, видите. Ну, застройщик не пожалел денег. Очень классно. И сам салон, он, во-первых, широкий и большой. А балкон, мне кажется, совместный, что ли, или отдельно? Нет, отдельно. Это вот гириш, первый этаж. Вот так все выглядит в этой. Видите? Я вышла, зелено. Вот эти деревья быстро отрастут. 2-3 года будут высокие деревья. Все прикроет, с улицы ничего не будет видно. Хороший балкон. Я не знаю, сколько тут. 3, 6, 9, 10, ну, сантиметров по 15, наверное. Ну, 1,5 метра, ну, около 1,5 метра. Вот так все выглядит. Шикардос. Ладно, пойдем поищем 29-ю квартиру. Так, я нашла лифт. Сейчас попробую подняться. Кто-то на 7-м был.
И вот тут, смотрите, ну пока спускается, покажу мельком. Ой. Вот так квартира. И вот так кухня. Ну шикарно, широкая, большая. Ребята, я вам скажу, это хорошая планировка. Большие квартиры была. На каком номере не видно. И давайте зайду сейчас в лифт. Так, на 3-й этаж. Поехали. Ну, все лифты в Турции, как вы знаете, с музыкой. Вот, поэтому будем подниматься с музыкой. Сейчас поищем все. Выходим. О, Оксаночка, смотрите, я выхожу, и прям перед глазами сразу 29-я квартира. Хорошо вам видно? Видно. Выход из лифта прямо. Заходим в квартиру, смотрим. Также ламинат, двери, качество супер. Они, видите, как бы 2 цвета, все сделано. Ключи пока здесь. Потом будут или отдавать вам, или собирать. Шкафчик при входе. Очень удобно. Но я смотрю, застройщик очень хорошо все сделал. Просто супер. Душевая огромная. Тут можно, я не знаю, вот представляете, вот полностью на всю ширину это душевая. Также подвесной унитаз, умывальник и такой даже, вот видите, вот так шкафчик, зеркало. Все покладете. Захотите продлить, еще один можете сделать. Двери хорошие, все. Смотрим спальню. Ламинат на полу. Все классно. Потолки высокие. Смотрим, какой вид. Я вас поздравляю. Пока деревья не отросли, вот видно немного моря. Поэтому, а нет, даже вот ближе покажу. Вот видите, тоже кусок моря есть. Вот эта часть, я не знаю, огорожена. Ну, будет когда-то стройка, не знаю когда. Если сюда будут ближе строить, а не в ту сторону, то могут закрыть эту часть. Если будут туда строить, то вам всегда будет море видно. Хорошо. Вот такая территория соседнего Сите. Это тоже новый комплекс, 2 блока. Мало ли у кого квартира есть, напишите, как называется, потому что нигде не было таблички. Покажу вам, ребята, вдруг вы увидите окна свои, и это ваша Сите. Элиса Япы, вот рядышком. Видите, Элиса Япы. Так, ну здесь стекло какое-то, не знаю пока. Вот так выглядит. С этой стороны я закрою дверь и зайдем теперь в святая святых. Большая комната вместе с кухней, салон по-турецки называется. Также ламинат. Здесь уже, видите, такая речка есть металлическая. И смотрим. Вот здесь будет холодильник. Ой, ну я вам завидую. Шикарная, конечно, кухня. Ну это все в процессе, уберется. Будет классно. Ну, в крайнем случае, возьмете клининг, вызовите, и вам все уберут, помоют. И также большой балкон. Вот на этой стороне дверь. У вас получается 2 балкона. Вот такой хороший размер. И вот так все. Также с этой стороны видно море. Очень классно. Да, квартира большая, я вам скажу. Сейчас закрою. Видите, как закрывается? Вот так, хоп, задвинули и все. Батареи нету, но выходы есть для батарей. И вот так. Очень классно. Так что теперь вы видите свою квартиру, будете уже знать, что покупать, какую мебель. Но для кухни у вас, по-моему, все сделано и сделано шикарно. Шкафчики позакрывать, она, конечно, будет просто супер. Вот так, видите? Ну, а там или посудомойку, или стиралку еще поставите для газовой плиты. И полностью рабочая зона просто классная, очень большая. Все вот шикарное. Хочу еще рядышком зайти вот в 28-ю квартиру. Видно, нет? 28. Это угловая, наверное, может другая планировка. Да, немножко отличается, как бы. Ну, здесь такой тен. Вот смотрите, покажу вам.
пройду. Шикарный зал. Кухня немножко, знаете, как бы туда утоплена. Очень удобно. Она как будто отдельно. Здесь этот. И посмотрите, блин, пипец, какой балкон. Это просто, я не представляю. Смотрите. Если вы застеклите, будет целая комната. Здесь метров, я не знаю, ну 11, наверное, точно. 10-11. Шикарный вид на горы. Здесь видно море. И вот здесь видно море. Блин. Обалдеть. Я еще таких огромных балконов. Вот у нас дома большой балкон. А здесь еще больше. Это вот угловые квартиры с такими балконами. Очень прям большая. И туда будет, скорее всего, спальня. Сейчас мы посмотрим. Даже две здесь. Ух ты, елки-палки. Так, смотрим, ладно. Смотрите, санузел первый, да? Душевая, все проветривается. Умывальник, зеркало, все есть. Так, спальня. Спальня хорошая. Размеры такие, знаете, нормально. Тоже вид немного на горы. Но моря нет, не видно с окна. Ну, комната просто обалдеть. И вот вторая здесь. Ух ты, это, скорее всего, родительская, тоже огромная. Она как бы в длину более длинная, в ширину чуть поуже. Но все равно размеры классные. Есть еще балкончик. Ну, уже выходить не буду, он небольшой. Здесь это технический балкон. И родительская спальня есть вот все полностью. Видите, душевая, умывальник и туалет. Классный, конечно. Вот это мне нравится. Такая планировка и такие большие комнаты. А коридор, вы посмотрите, какой огромный коридор. Как в отелях, знаете, не то, что вот метровый там. Здесь, я не знаю, очень большой. Все, спускаемся вниз. Вышла уже из дома. Так что пишите, когда вам обещают сдать полностью все квартиры, когда за ключами приезжать. Потому что непонятно. Может, какие-то есть выставочные квартиры, что кондиционеры висят. Ну, еще доделывает. Я спускалась там внутри. Мужчина красил холл. Поэтому, я думаю, уже скоро все сделано. Ну, просто посмотрите, какая зеленая зона. Все аккуратненько. Так что, я думаю, вы не пожалели, что купили здесь квартиру. Все, друзья, села посидеть немножко в беседке, отдохнуть. Сегодня мы много проехали, посмотрели квартир. Кто написал мне свои номера, я с удовольствием показала. Я думаю, вам приятно будет посмотреть, в каком состоянии на сегодняшний день ваша квартира. Ну, а кому будет интересно, пишите. Здесь строек много. В общем, в каких сите кто-то покупает, кто-то продает квартиры. Но, кстати, вот в последнем сите, да, очень много, ну не очень, но есть еще квартиры, которые свободные. Но мне они понравились, честно говоря, это мое мнение. Большие, балкон большой, особенно там, где 2+1. Поэтому 1+1 там балкончик поменьше, но 2+1 это просто шикарно. И если еще с видом не на трассу, и если бы было только на горы, а трассы не было, было бы супер. Но трасса мешает, конечно. Но на эту сторону, на море, это просто шикарно. Так что так. Ну и, как всегда, друзья, вас прошу зайти на мой второй канал, кулинарный. Называется он «Вкусно с Верой». Будет закреплен в описании этого видео. Так что не пропускайте, заходите. Я готовлю простые и вкусные блюда. И снимаю не только шорты и рилсы, но и полноценные видео. Поэтому видео тоже не пропускайте, смотрите. Там по времени бывает на 1-2 минуты дольше, но зато более длинные видео, как бы можно все внимательно рассмотреть. Вот, что еще хотела сказать. Ну, на море мы побыли, все нормально, море теплое. По поводу телефонов я вас всех предупредила, что если у вас номер есть, нужно обязательно
подтвердить его турецкий номер. Он должен быть один, больше не разрешают в Турции для иностранцев, поэтому сделайте верификацию, иначе заблокируют. Вот так. Ну, мы сегодня немного поездили, но много чего не сняли. Еще снимем. И, как всегда, друзья, я вас возьму с собой. Пишите, что вас интересует, что бы вы хотели посмотреть, куда бы поехать или просто отдохнуть, поплавать в море. Пишите, пойдем на море. Или давно, кстати, мы не ездили на набережную города Мерсин. Она шикарная просто. Можно взять чай и, в принципе, и там попить чай, отдохнуть. И вы тоже посмотрите, как там есть в центре города. Ну а на сегодня, ребята, я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До новой встречи в новых видео. Я жду вас на канале. Все, друзья, всем пока.